Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю общий расклад Таро на отношения под названием «Его планы на вас». Мы попробуем разобраться в ситуации, которая происходит между вами на здесь и сейчас. Посмотрим, какие у него планы на вас. У загаданного мужчины этот расклад Таро для мужчин также подходит, если вы хотите посмотреть на свою ситуацию со стороны, получить советы, инсайты, подсказки. Больше, конечно же, этот расклад Таро для женщин на загаданного мужчину. И посмотрим, как меняются планы, что было, что есть, что будет, динамика развития отношений. Ну и в целом вы сможете получить подсказки, инсайты, советы высших сил, а также по-своему и, возможно, по-другому посмотреть на ситуацию, которая складывается в ваших отношениях. По традиции начнем с того, что посмотрим, что происходит у вас в отношениях на здесь и сейчас. Первая карта, восьмерка кубков. По восьмерке кубков мужчина вроде бы как уходит. Ну, здесь мужчина или уже ушел, и будет новый, да? Или должен уйти, или должен был уйти. Ну, как минимум, вы на грани находитесь, да, и непонятно, да, то есть конец это или пауза, будет ли продолжение. Или вот-вот уйдет, или вас гложет какое-то предчувствие. Здесь луна, видите, все-таки непонятно, что будет дальше в отношениях, как минимум. Может быть, непонятно чувство этого мужчины вам. В конечном итоге, может быть, вы его хотите отпустить, этого мужчины, а он не отпускается. Или мужчина все никак не уйдет. Ну, вот что-то связано с расставанием пока что. Вы, как мужчина, со стороны можете смотреть то же самое, да, уйти, не уйти, ухожу, но как-то стрёмно, может быть, да, или как-то я не готов, так тоже может быть. Но, по сути, эта ситуация, мужчина уходит, ушел, должен уйти, есть такое предчувствие, что вы разойдетесь, расстанетесь. Рыцарь Пентаклей, мужчина не может просто так уйти здесь. Мужчина вроде бы как ушел и остановился. Или не может уйти. Или все никак не уйдет из вашей жизни. Или вы не можете отпустить этого мужчину. Вот такое вот. Ну, смотрите, вот он ушел или пошел, да, потом раз и стоит на месте. Или ушел за порог, потом появился опять на пороге. То есть, ну, такое. Кстати, по этой карте еще часто могут быть отношения на работе у вас где-то. Но центральная карта смерть. Аркан такой есть, да, 13-й аркан. Все может легко поменяться, и все кардинально меняется в ваших отношениях. И по сути, его отношения, а мы смотрим, да, вообще-то планы на вас, они радикально меняются. Кардинально, радикально, без разницы, как вам. По сути, ну вот так как было раньше, он ушел и остался, да, ушел и остался, ушел и остался. Оно уже так не будет. Ну вот, ну и как минимум, она не то, что так не будет, оно уже и не должно быть так, и нужно что-то в этом менять. То есть приходит некое ваше осознание, возможно, вы здесь и сейчас, как женщина, осознаете, что дальше вы так уже не можете. То есть что-то с этим надо делать. Вот. Тройка пентаклей. Какая-то перспектива все равно. То есть перспектива работы над этими отношениями. Может быть, вдруг появится какая-то перспектива. Здесь материя и здесь материя. Что-то материальное может объединить вас в любой момент. Деньги, работа, бизнес, общие цели, саморазвитие с этим партнером. Я не исключу, что если человек то уходит, то приходит, и постоянно вот такое вот уходит, приходит. Чему-то он вас учит, этот партнер, для чего-то он все равно вам нужен, да? Он каким-то образом вас все равно развивает в конечном итоге. Ну и смотрите, здесь очень много земли. Здесь очень много земли, и женщина в конечном итоге дорога этому мужчине. Он ее не может просто так оставить. Он вот если уходит, он все равно ищет повод, чтобы возвратиться. Объясняю почему. Вот эти вот две карты, они дают девятку и тройку. Это 12 повешенный. Мужчина здесь зависит или от женщины, или от обстоятельств, или какая-то карма, кармическая отработка в этих отношениях, она не завершена. Но все равно нужно что-то менять.
Как минимум у вас такая ситуация здесь, где мужчина уходит, вы надеетесь на то, что он возвратится, он возвращается, и все повторяется по кругу, он опять уходит. Но это нужно менять все равно, и перспектива в ваших отношениях все равно остается. То есть, по сути, получается некий, вот если глянуть на вот эти карты, да, вот здесь есть некий замкнутый круг, где женщина дорога мужчине, где есть недоигранная кармическая ситуация, которая по-любому должна измениться. Ну, давайте оттолкнемся от его планов. Действительно ли он хочет от вас уходить, этот мужчина, поскольку первая карта, да, вроде бы как он ушел, постоял на месте, все поменялось и дал шанс, да, вот так вот происходит. Он вас постоянно уходит и обнадеживает, уходит и обнадеживает, уходит, появляется, обнадеживает. Вот такое вот здесь круть-верть, по кругу идет. Но он не может, вы для него, вот вы женщина, для него как дорогое шампанское, дорогое вино, вы роскошная женщина, вот этим вы его держите. Вы можете быть там 2 скорпиона, условно говоря, 2 девы, вот такое, 2 земных знака, 2 водных знака, тут земля и вода, все. То есть смотрите, в этих отношениях есть чувство, есть материя. Нифига нету мозгов и нифига нету огня. То есть есть эмоция и есть земля. Вот такая вот какая-то рутинная ситуация. Как будто бы вы физически не можете один без другого, и это ваши души чувствуют. Действительно ли он хочет уходить от вас? Вот это его хотелки уйти или нет? Первое, что я хочу спросить. Вы знаете, какой-то немножко получается экзальтированный человек, экзальтированный мужчина. Он на своей волне реально здесь. 7 кубков — это некая иллюзия. Он живет в своем мире. Тем более, смотрите, здесь 8 кубков, здесь 7 кубков. Сложите эти 2 карты, получается дьявол. У него какой-то черт в башке живет или в душе. Скорее всего в душе, нежели в башке, поскольку тут башки нету, ну, головы, да. Мозгов, по сути, мыслей никаких нету. Есть эмоция и все. Больше ничего тут нет в этом раскладе пока что, да, воздушных карт нет. Почему он возвращается или останавливается? Или что его останавливает? Или что его возвращает? Какая сила? Ваша красота. Я же говорю, что вы, ну там как дорогое игристое или не игристое вино, марочное, не знаю. Тут почему-то мне какой-то испанский мотив, французский, итальянский мотив идет по этой карте. Здесь императрица, вы роскошная. В вас есть некий архетип матери или то, что очень дорого для него в женщине. Может быть, это там формы ваши, цвет волос, особенно если он светлый, если вы блондинка, да, может быть там бледность, может быть наоборот, но здесь вот больше будет, ну здесь будет больше бледность, да, нежели там светлый цвет лица, да, то есть что-то вот такое физическое, опять земля получается. Вы, получается, вот там 2 девы, 2 тельца, 2 козерога, условно, 2 земли, 2 воды, да, пары такие получаются здесь. Здесь именно вот возвращает его именно женщина, это именно вы все-таки. Что нужно менять в этих отношениях радикально? Радикально. К планам мы перейдем еще. Вы знаете, здесь эти отношения нужно радикально лечить. Это раз. 5 пентаклей. Опять земля, смотрите. Нужно, возможно, переставать страдать. Возможно, нужно находить что-то хорошее в этих отношениях. В смысле, какую-то пользу от того, что он уходит и приходит. То есть, смотрите. Когда этот мужчина от вас уходит, вы начинаете страдать. Мы пока не знаем, получает он от этого кайф или нет. Главное, что у вас происходит рост какой-то, да, это важно уже. Ну, то есть 3 пентаклей. Вы можете потенциально получать выгоду. Вот эта карта выгоды конечной. И если он возвращается, да, значит он вас ценит, любит. Ну, каким-то образом вы дороги для него, да, то есть что-то значите, какой-то ресурс. Так вот этот ресурс нужно использовать и переставать от этого страдать. Ну, например, мужчина, например, может чем-то помочь физически. Там, я не знаю, что-то перевести, потому что тут движение есть какое-то. Перенести, починить, порадовать, сексуальные отношения, деньги, помощь, да, финансовая и так далее. Статус, ресурс, ну, что угодно, да, то есть
Ваш ресурс должен обмениваться на его ресурс. Отработка это 99,99 кармическая. Здесь центральная карта, 13-й аркан, рок. Роковые события постоянно. У него даже вот, может быть, он уходит по одному циклу Луны и приходит по другому циклу Луны. Я где-то допускаю, что он раз в месяц уходит и раз в месяц появляется. То есть у вас там или месяц, раз в месяц, раз в месяц, в 2 или в 3 месяца происходит вот этот цикл. Ну, у кого в месяц, у кого 2, у кого 3, условно говоря, да. Но что нужно менять? Нужно просто прекращать страдать и получать от этого выгоду. Вернулся, вот берите выгоду, да, из-за этого. Какая она у вас будет? Ну, вы сами решаете, я уже перечислял. Есть ли перспектива в этих отношениях? Давайте смотреть сразу же. Вы знаете, она есть. Она есть, и тут как бы есть такая запорука, да, то есть, ну, или гарантия, да, ну, или не гарантия, да, гарантия, запорука. Гарантией этой перспективы есть, возможно, где-то спокойствие, потому что здесь 11, все-таки 11 это спокойствие. И способность находить женщиной позитив из той ситуации, которая складывается. Это отсылка к предыдущей карте, то есть на прекращать страдать, ну там винить себя, страдать, а просто вот извлекать из этого возвращения пользу. Может быть, это с этого и начнется какая-то стабилизация. У меня почему-то вот идет вот такое. Здесь женщина, она как будто бы вот просветленная, да, как будто бы ее что-то осеняет сейчас. Или в ближайшем будущем. Вы просто сможете, вот смотрите, 8 и 5 тоже 13-й аркан. То есть здесь, в принципе, что надо менять? Нужно женщине меняться. Но это изменение в женщине, оно должно произойти, как бы, она должна перестать страдать. Если мужчина здесь страдает и как бы говорит женщине «я страдаю», то женщина с ним не должна страдать просто вот. Ну вот, из потока вам даю. Потому что здесь светлый образ, очищенный образ, да, вот как бы без страдания, без боли. А центральная карта — боль, страдания. Каким подарком для вас может быть, ну или каким результатом для вас может быть вот это очищение от вот этого страдания или избавление от этого страдания, где его каждый уход для вас смерти подобен? Что вы получаете? Ну, вы, во-первых, избавляетесь от страха. И вот она, воздушная карта, наконец-то. Она первая, кстати, появляется. И огонь, кстати, появляется. Вот смотрите, когда вы избавляетесь от страдания, смотрите, смерть очищает страдания. Сразу появляется огонь, это энергия жизни. Вам захочется жить уже. Вам захочется строить планы какие-то на будущее. У вас появятся планы на будущее. И вы перестанете бояться. Мало того, я вам еще скажу так. Вы, во-первых, очиститесь от страха, потому что здесь 9 и 8 это 17 звезда. Женщина здесь очистится, станет, ну, как бы безбалластной, да, то есть избавиться от лишнего. А это избавление от оков и от тюрьмы некой, да, условно, ну, может быть, ментальная тюрьма или интеллектуальная тюрьма. Или она начнет понимать, что ее страхи, его потерять, они беспочвенны. Но он все равно возвращается, он все равно никуда не девается. Слышите, да, какой поток интересный получается? Кстати, поставьте на паузу и напишите, что вы сейчас чувствуете. Если в начале расклада вам было на букву Х, только нехорошо, а сейчас на букву Л намного лучше, да, намного легче, легче, лучше, лайтовее, светлее, то это процесс появления здесь огня и осознания некого. 2 восьмерки, кстати. Лемниската, что цикл вот этот страдания заканчивается. И можете ставить на паузу и писать: цикл страдания заканчивается, я осознаю, я получаю энергию, и я прекращаю бояться его потерять. Прекрасно. Например, его потерять, потому что здесь вы подсознательно боитесь его потерять. Он же постоянно уходит, а уход смерти подобен и притягивает к себе страдания. Видите, как оно красиво раскладывается.
Хорошо, давайте посмотрим, что он думает прямо сейчас о вас, находясь на своей волне, где-то, як кажуть, в мандрах, да, українською мандри, а це російською, це путешествие, да, якось. В мандрах своих, да, это мандрівник такий, да, путешественник. Давайте посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас. Ну, во-первых, он не знает, что с вами делать. Я вам так скажу. Я сначала сказал, что тут мыслей никаких нету, что он ни о чем не думает. Во-первых, он не знает, что делать, а не знает он... Выбачьте. А не знает, что делать, потому что не думает. Вам попался какой-то такой человек, который нифига не думает. Вот напишите, думает он или нет у вас. У него есть ум или нет. Но что он думает все-таки, да? Во-первых, он не знает, что делать дальше. Наверное, поэтому вам уже пора начинать думать, да, а ваши мысли, они появятся там, где страх будет убран. И, как бы, знаете, когда человек постоянно в страхе, да, находится, он заблокирован, по сути, да, его действия заблокированы. Так вот, здесь вы не боитесь и начинаете думать, а он пусть там пока не думает, вы уже начинаете думать, да, окей. Поэтому он не знает, что с вами делать, и не думает, да, и не может на что-то решиться, да. Вот он себе думает, я на это не решусь, я на это не пойду, окей. Что он чувствует к вам? Что, слушайте, он в каком-то анабиозе, он жив там у вас или нет? Вот смерть. Он там живой? Что он чувствует? Он остывает к вам. Вот это вот не очень хорошо. Но мне, знаете, что нравится? Мне не нравится, что он остывает, но мне нравится то, что вы начинаете согреваться. Это главное. Прямо сейчас можете закрыть глаза и попробовать ощутить энергию потока руны Дагас. Или Мнискаты, как бабочка. Есть такая руна Дагас. И можете прямо сейчас на левую руку, на запястье левой руки нанести Лемнискату или бабочку Дагас. Возможно, он чувствует, что он устал. И он запутался в себе. Он не видит пути дальше. Пока что. И если Лемниската вас сейчас нагревает, это говорит о том, что вы на истинном пути выхода, избавления от страхов и выхода из этой сложной ситуации. Ваш партнер, он как будто бы обездвижен. Он заблокирован сейчас. Поэтому в его чувствах покой и умиротворение. В его чувствах покой и умиротворение, который прямо сейчас рождается внутри вас. И этот покой и умиротворение через некие связи кармические, которые между вами сформированы, они передаются ему и оживляют его, порождая в нем осознанные действия, решительные действия. И нагревание чувств к вам. Почему-то он остыл. Возможно, вот эти вот карты, они касаются его в том числе. Здесь женщина намного более ресурсная, нежели мужчина. Здесь у женщины больше ресурса намного. И здесь вот такая ситуация, где женщине придется отдавать энергию, подпитывать энергией этого мужчину. В чувствах остывания и засыпания, некий анабиоз, где он пока не видит выхода. Возможно, он даже боится больше вас. Но вот в чем прелесть этого расклада. Вся прелесть этого расклада заключается в том, что вы уже не боитесь. Давайте посмотрим, как он будет проявляться в ближайшее время к вам. Он за вами будет тосковать. Вот в этом все и дело. И это все опять блуждание по кругу, где он не видит выхода. Он будет тосковать, он будет давать о себе знать, он будет проявляться периодически на ваших глазах. И знаете, вот в нем пробой, в нем проблема. Проблема сейчас в мужчине, не в вас. Поскольку вы уже осознаете, что вы не боитесь, тогда у вас и нет проблемы. А если вы не боитесь, то вы не можете попасть вот в эту ситуацию, в двойку мечей. И ваши чувства тоже не будут блокированы. Он может там где-то топить себя в вине, да, условно говоря, в
в чувстве вины, может топить себя в вине эмоциональной, но будет все равно напоминать о себе постоянно, да, то есть появляться каким-то образом, опять возвращаться, да, на какое-то время оставаться у вас и вновь куда-то деваться, да, недалеко, то есть он будет вот как некий такой призрак находиться возле вас, да. При этом, может быть, даже намекать на какие-то чувства, это как намеки такие, делать какие-то вам знаки внимания, то есть завлекать вас к себе. Почему так происходит? Потому что ему холодно, ему не хватает тепла. Смотрите, холодная карта. Холодная, а здесь вот она как бы попытка насыщения этим теплом, да? Теплом чувств. Что он планировал в отношении вас ранее? Видите, он планировал быть с вами счастливым. Он хотел быть счастливым. Но это пока что все опять разрушено, 16 башня. И он не видит пока пути движения вперед. Шестерка, да, для него путь и выбор, он блокирован. Он не понимает, что выбрать, кого выбрать, каким путем пойти. Может быть, даже он запутался между двух женщин, да. Кстати, они здесь две. Между двух женщин. Треугольник все равно тут светится. Так, подсвеченный, да. И в этом треугольнике пока что еще есть перспектива, но только благодаря вашему осознанному пониманию того, что вы больше не боитесь. Он планировал быть с вами счастливым. А теперь посмотрим, что он планирует прямо сейчас. Он планирует вас не отпускать, но пока что не знает, что с этим делать. То есть, смотрите, он планировал быть с вами счастливым. 16 башня, это опять все разрушено, как бы, да. С другой стороны, десятка и двойка, 12 опять повешены. Понимаете, в чем дело? Вот здесь 12 повешены, и здесь 12 повешены. А здесь 16 с вашей стороны. Вы уже не боитесь этой какой-то созависимости. Итак, он планировал быть с вами счастлив в семье. И теперь его планы на вас не отпускать вас. И вот тут вот начинается самое интересное. Что он будет делать по отношению к вас в ближайшем будущем? Его следующий шаг. Он не будет торопиться. Следующий шаг может наступить. Целый год вы будете ждать. А может быть, будете ждать всю оставшуюся жизнь здесь. Хорошо. То есть, он вот в этом зависшем состоянии, ну, о боже, дай, Господи, дай ему ума. Давайте поставьте на паузу сейчас и напишите вот это вот обращение к высшим силам. Я уже не знаю, каким силам. Тут энергия смерти или темные силы какие-то. Мы сейчас попробуем понять, почему он такой у вас парализованный. Или почему он такой заблокированный? Почему повешенный здесь прямо идет сверху и снизу? А у вас вы пытаетесь как будто бы разрушить это 16. Да? 16 возле вас, да, 2 шестнадцатки. То есть и вам нужно разрушить этот страх. И ему нужно или страх, нужно понять, да, что с ним происходит вообще. Не в нем проблема. Проблема была у вас до тех пор, пока вы боялись его потерять. Теперь у вас проблемы нету. Этим раскладом вы освобождаетесь от этого страха. Пишите эту декларацию, дабы двигать дальше эти отношения, если они вам дороги. А он не хочет вас терять. Давайте смотреть. Звезда. Его ближайшее действие, или что он будет делать? Он будет вас боготворить, вы ему будете нравиться, вы будете для него самая красивая женщина, но делать он нифига не будет, или будет делать аж через год. То есть, ну, звезда, это очень долго он будет что-то делать. Он сделает что-то хорошее, но не быстро. Хорошо. Что с ним не так? Что с ним не так? Почему в его чувствах остывает? Почему он как будто бы, ну, условно говоря, как будто бы он умирает, да, это 4. А это 13, 17, и вот она звезда. Почему она охладевает в конечном итоге к вам? Вот что с ним не то? Есть некий демон. Я говорю, тут или ума нету, или он чем-то одержим. Есть некий дьявол, владеющий ним.
Давайте спросим и положим карту вот сюда вниз. Что это за дьявол? Что это за нечистое? Почему этот дьявол проявляется здесь? Потому что 16-16. Этот дьявол приносит страдания. Что это такое? Кто это такой? Что это или сущность может быть какая-то? Почему так? Давайте спросим, почему это так? Тройка кубков. Это третья женщина получается. Да, тут трио. Тройка, две женщины. Фу. Хорошо. Пока мы оставим это трио, есть кто-то третий здесь. Давайте посмотрим, может ли он избавиться от того чувства, которое внутри него мешает вам быть ближе. Может ли он избавиться от того чувства, которое внутри него мешает вам быть ближе? Я спрашиваю по этой карте. Да, может. И видите, вот она и башня. У меня такое ощущение, что некое третье лицо подселяет ему чувство вины, подселяет ему какого-то, условно говоря, демона, от которого он страдает. Может быть подселенец, может быть опой. И он тогда в этом обморочном состоянии, как дурак, как идиот, да, ну или как безумец себя ведет. Дурака нету. Но помните, я еще сказал, да он какой-то безбашенный у вас. Вот оно выплывает здесь. Безбашенный. Башни нет, а ему башня не нужна. Ему нужно этой башней разрушить свою безбашенность. Вот парадокс, да, тавтология, да, слово за слово. Но оно так и выпадает, потому что тут две башни, вот она башня, да, я уже показывать не буду их. И вот она башня. То есть эта безбашенность разрушает ваше счастье, о котором он планировал. У меня такое ощущение, что его кто-то просто зазомбировал. Ему кто-то прямо прошил мозги. Через опой, может быть. Ведьма, смотрите, здесь нигде не выпадает. Здесь, если на магию перевести все, делают по темной магии сдалека через непрогляд или непрогляд, да, как вам угодно. И подселяют ему еще какого-то подселенца здесь, дьявола. Ну, это может или навязчивая идея быть, ну или подселенец, потому что у человека настолько низкая энергия, смотрите, он как зомбак, он как труп, да, условно говоря. Ну, он-то живой, ну, он как будто вот такое, может быть, он приходит к вам, с ним все хорошо-хорошо, потом у вас что-то происходит, и он как будто бы умирает. Ну, он-то жив, ну, вот как будто бы у него пропадает энергия. Да, он может от этого избавиться, и он от этого избавится, скорее всего. Рядом хорошие карты. Хорошо. Можете ли вы быть счастливы вместе? Да, есть выход. И выход рядом с башней. То есть, по сути, вам нужно разрушить эту башню. Знаете, помните, как в Мордоре там башня такая была тоже, да? Это Сауроново царство. Вот. И да, вы можете быть вместе счастливы, когда разрушится башня. Что это за башня? Вы эту башню разрушите вместе. Здесь двое, видите, внизу. И эта башня чего-то, это материальный аспект. У вас материи очень много. Материя. Здесь уже пошло не, но это тоже материальное. Хорошо, мы оставим эту башню. Она проявится все равно. Давайте посмотрим, в чем выход. В чем выход для вас обоих? Какой выход для вас обоих? Если он планирует вас не отпускать. Как вам быть в этой ситуации? Какой выход в этой ситуации, чтобы ускорить этот процесс? Чтобы вы были вместе? Что делать, чтобы вы были вместе? Раз это возможно. Раз он может избавиться от этой навязчивой идеи. Кстати, у него могут быть частые головные боли. Ну и если у вас с ним тоже появились головные боли, это резонанс некий. Да, то есть вы в резонансе. Что делать? А вот здесь такое. Во-первых, нельзя торопиться. Десятка пентаклей. Это игра в долгую. Вам придется быть в ресурсе для этого человека. То есть вам придется вкладываться в эти отношения, помогать друг другу. Потому что если он постоянно в цикле с вами, да,
то для того, чтобы вы не выходили полностью из ресурса, вам нужно научиться брать-давать в этих отношениях. То есть принимать от него то, что он дает, и давать ему то, что вы можете дать. То есть у вас должен возникнуть такой взаимообмен материей. Почему говорю о материи? 31, 3, 1, 4 императора. Вы должны обмениваться чем-то материальным постоянно. Ну, может быть, пусть он дает, вы ему даете небольшую сумму в долг, условно говоря, он приходит, вам возвращает, еще и отрабатывает. Ну, условно говоря, да, то есть это обмен энергией. Вот. Вы можете с ним строить планы какие-то на будущее. Можете много мечтать, кстати, о будущем, это хорошо. Пока это запускает некие процессы, которые будут формировать материальные слои вашей новой альтернативной реальности. Опять 12, смотрите, повешенный. Ваши судьбы, они крепко сплетены друг с другом. И эти отношения, они изначально связаны или завязаны, или повязаны страданием. Но эту парадигму нужно разрушить и попробовать эти связи перенастроить в радость и удовольствие. Вот они, две карты. То есть попытаться как-то выкручивать его возвращение в радость. Обоим причем. И вам, и ему, чтобы он от этого получал радость и удовольствие. Хочу спросить у карт Таро. Сможете ли вы быть в конечном итоге вместе после долгих лет разлук, страданий и трансформации ваших страданий в радость? Если что-то закончите, если что-то действительно, условно говоря, что-то прекратится, смотрите, смерть, прекращение страданий, башня и десятка мечей. Давайте спросим у башни и у десятки мечей, что должно окончательно прекратиться? От чего нужно полностью отказаться? Что должно быть усечено, отсечено, да, выброшено из ваших отношений полностью? Или уйти, умереть в ваших отношениях? Это алхимия. Это алхимия. Попробуйте избавиться от алхимии. Это алхимия, скорее всего, этой женщины. Вот она и химичит вам. Смотрите, это больше получается, как будто диагностический расклад вышел у меня. Хорошо. Представьте себе, что вы избавляетесь от алхимии. Ну, каким-то образом. Это уже вы решаете как, да? Мы спросим, как подействует ваш процесс избавления от третьего лица или от алхимии третьего лица. Умеренность — это химичить. И это здесь женщина химичит вам. И получается так, что мужчина замороченный, в мороке, он говорит себе стоп и возвращается назад и как будто умирает для вас. Потом под фазу Луны, скорее всего, где-то ослабевает на него влияние, и он идет опять к вам. Но если это ваша алхимия, тогда вам нужно ее снимать. Если вы на него ставили что-то, вам придется снимать. Возможно. Со временем. Хорошо. Если вы избавляетесь от алхимии, мы пока о вашей не говорим, третьего лица. Тогда что? Как изменятся его планы на вас? Он станет совершенно новым человеком и увидит мир по-другому. И в этом мире, что и кого он увидит? Что и кого он увидит в этом мире? Это самая главная карта в этой колоде вообще-то, да. Ну и вообще. Что и кого он увидит? Он увидит себя любящим мужчиной, способным открываться наконец-то. Открывать свои истинные чувства. Открывать свои эмоции. Свои настоящие эмоции. Я вам скажу, он еще выйдет из опоя и из оморока. Его планы действительно изменятся. И на вас в том числе. И если он был нерешительным и не знал, что с вами делать, то давайте посмотрим, что он решит в конечном итоге по отношению к вам. Что он решит по отношению к вам? Ваш долгий путь, на который
Он никак не мог решиться. Шестерка, видите, вот это вот двойка и четверка. Он наконец-то увидит этот путь. Смотрите, вот этот ангел, это в принципе он. Он решит держать вас в руках. И вот этот ангел, это соперница. Здесь на треугольник расклад вышел все равно в конечном итоге. Он решит держать вас в руках и не отпускать. Вы будете вместе парить в небесах, в любви и счастье, жить, свой век доживать, друг друга держать и не отпускать. Алхимия Апоя башней сбросит с него дьявола. Он оживет, станет другим человеком. Он увидит мир новыми глазами. И в этом мире первым, кого он увидит, это свет вашей чистой взаимной любви. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя і міри, які окружають вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви. Адже тільки ваша допомога може зробити цей світ чистіше та дати змогу вам побачити цей світ своїми новими розплющеними очима, наповненими коханням та щастям. Лишайтесь на зв'язку і все буде добре. От побачите. Па-па.